Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие в мир древних существ, чтобы познакомиться с самыми маленькими динозаврами, когда-либо обитавшими на нашей планете. Да, динозавры — это не только гиганты, но и крошечные создания, обладающие уникальными особенностями. Представьте себе, среди гигантских травоядных и свирепых хищников существовали маленькие ловкие существа, которые могли легко прятаться в траве или среди деревьев. Эти миниатюрные ящеры не только выживали в условиях жесткой конкуренции, но и находили свои ниши в экосистемах, которые порой были полны опасностей. В нашем видео мы расскажем о самых интересных из них. От крошечных микрорапторов и эпидексиптериксов до чуть более крупных европозавров и рапторексов. Вы узнаете, как они выглядели, чем питались и где обитали. Готовы к знакомству с самыми миниатюрными динозаврами. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. А теперь поехали! Европозавр. Европозавр – относительно небольшой травоядный завропод, то есть четвероногий растительноядный динозавр. Название европозавр переводится как «ящер из Европы», так что нетрудно догадаться, где он обитал. Домом европозавров были европейские острова. Особенно много их водилось на территории современной Германии. Европозавры жили в конце юрского периода около 154 миллионов лет назад. Останки взрослых и юных особей были найдены в 2006 году на севере Германии, в морских карбонатных отложениях. Завроподы – крупнейшие из динозавров и одни из самых больших животных в истории. Они могли достигать в длину более 30 метров. Однако европозавр был необычайно мал для завропода, достигая 6 метров в длину, 1 метра и 75 сантиметров в высоту и 800 килограммов в весе. Из-за своего размера европозавры не могли бы дотянуться до высоких ветвей деревьев, поэтому более вероятно, что они питались низкорастущими растениями. Но с другой стороны, на островах никого крупнее их и не было. Остальные травоядные мельтешили у европозавра перед ногами. Хищники, которые могли бы напасть, вовсе отсутствовали. Значит, жилось этим динозаврам очень даже неплохо. Орнитомим. Орнитомим – двуногий динозавр, живший в позднем меловом периоде на территории современной Северной Америки. Впервые кости этого животного попались палеонтологам еще в конце XIX века, но только спустя много лет стало ясно, как выглядел этот динозавр. Внешне он был похож на современного страуса. Полые кости, длинные сильные ноги, длинная шея и маленькая голова. Также он мог похвастаться длинным хвостом и большими глазами. Благодаря мощным ногам орнитомим наверняка хорошо бегал. По оценкам палеонтологов, он мог развивать скорость до 50 км в час. Скорее всего, бегством орнитомим спасался от хищников мелового периода. Чем орнитомим питался? Вероятнее всего, основу его рациона составляла растительность, ведь отсутствие зубов и небольшая пасть исключают возможность охоты на крупную добычу. Однако мелких животных орнитомимы наверняка ловили. На данный момент ученые выделяют два вида орнитомимов. Орнитомимус велокс, названный Отниэлем Маршем в 1890 году, и орнитомимус эдмонтоникус, которого описал Чарльз Штернберг в 1933 году. Так как орнитомимы обладали пропорциями страуса, весили они по меркам динозавров немного. Анализируя останки, ученые пришли к выводу, что взрослые особи могли иметь вес до 180 килограммов при длине 3,8 метра и высоте 1,8 метров. И несмотря на то, что у орнитомимов были своего рода зачатки крыльев, из-за своего веса летать они не могли. Рапторекс. Этот динозавр из надсемейства тираннозавров существовал 125 миллионов лет назад в меловом периоде. Ископаемые останки этого вида были обнаружены в 2009 году в Китае, а затем были тайно вывезены в США и проданы в частную коллекцию. Коллекционер Генри Крейгстейн, понимая научную ценность попавшего к нему в руки образца, передал скелет для изучения профессиональным палеонтологам. Образец действительно оказался скелетом нового неизвестного ранее вида динозавров. В качестве благодарности коллекционеру палеонтологи назвали динозавра в его честь – Raptorex Крейгстейн. В строении основных элементов скелета у Рапторекса имеется много общего с тираннозавром. Только длина этого небольшого динозавра была всего 3 метра, а вес около 60-100 килограмм.
Для сравнения, тираннозавр достигал до 13 метров в длину и весил он почти 6 тонн. Теперь взглянем на отличительные черты рапторекса. У него большая голова с огромными челюстями, маленькие передние лапы и сильные длинные ноги, приспособленные к быстрому бегу. Изучение мозга этого динозавра показало, что у рапторекса, как и у тираннозавра, было хорошо развито обоняние. Некоторые палеонтологи думают, что такое хорошее обоняние связано с тем, что эти динозавры питались падалью. Хороший нюх им был нужен для того, чтобы издалека почувствовать разлагающуюся добычу. Но острые зубы тираннозавров свидетельствуют о том, что он скорее убивал жертву, чем ел разлагающееся мясо. Микроцератопс. Первый скелет микроцератопса был обнаружен в 1953 году в пустыне Гоби, которая находится на территории внутренней Монголии. Спустя 55 лет, в 2008 году, оказалось, что название микроцератопс в английском языке занято. Так уже называется род осноездников. Поэтому теперь в английском языке эти ящеры зовутся микроцератус. Новое название им придумал португальский палеонтолог Октавио Матеуш. Также исследователи выяснили, что микроцератопс жил в период от 65 до 85 миллионов лет до нашей эры на территории современной Монголии и Китая. Выходит, динозавры жили в меловом периоде, самом позднем отрезке мезозойской эры. Это время появления бурной цветковой растительности, опыляющих насекомых, первых змей и хищных ракообразных. Микроцератуса легко узнать по приплюснутому клюву и небольшому рогу на лбу. Даже его название означает «обладатель маленького рога». Также он имел костный воротник, прикрывающий шею. Этот травоядный динозавр передвигался на двух ногах. Длина его тела составляла от 50 до 76 сантиметров. В высоту он мог достигать 25 сантиметров, при этом его вес предположительно был около 7 килограммов. Этот миниатюрный динозавр ловко и быстро передвигался на двух лапах и мог в критической ситуации сбежать и избежать прямого столкновения с опасными противниками. Компсогнат. Название компсогнат переводится как «изящная челюсть». И с этим не поспоришь. Определенная доля эстетики во внешнем виде этого создания имелась. Длина примерно в метр, тонкие сильные конечности, гибкая подвижная шея, увенчанная головой клиновидной формы. Ну чем вам не изящная балерина при весе не более 3 килограммов? Если же описывать этого динозавра более приземленно, то выглядел он как маленькая двуногая ящерица с длинной шеей. Компсогнат был быстрым, проворным и грациозным. Благодаря большим круглым глазам он отлично ориентировался в темноте. Также он имел мелкие острые зубы, а его конечности были снабжены цепкими когтистыми пальцами. Легкий и быстрый компсогнат обитал на территории Европы в позднем юрском периоде, в период от 157 до 145 миллионов лет назад. В животе одного экземпляра был обнаружен скелет ящерицы, а это указывает на то, что компсогнат был хищником и охотился на небольших позвоночных животных. Его жертвами становились не только ящерицы, но и членистоногие и небольшие млекопитающие. Миниатюрность и ловкость играли компсогнату на лапу, а благодаря тонкой шее и узкой морде он проникал в любую щель. Так что для местной фауны наш герой был самым страшным кошмаром. От него было не спрятаться и не убежать. Юлонг. Это мелкий динозавр, который жил в конце мелового периода примерно 72-66 миллионов лет назад. Динозавр, получивший название юлонг, принадлежит к семейству ящеротазовых динозавров Oviraptoridae. Остатки юлонга были обнаружены в Китае в 2013 году и описаны группой ученых во главе с Люй Цзюньчаном. Название вида состоит из двух слов. Ю отсылает к названию провинции Хэнань в Центральном Китае, где были обнаружены останки динозавра, и лонг, что с китайского языка переводится как «дракон». Длина тела юлонгов разнилась от 25 до 60 сантиметров. В среднем размер особи был около 50 сантиметров. Молодые особи были и того меньше, и скорее напоминали цыплят. Предположительно, этот вид относился к числу травоядных динозавров. По мнению палеонтологов, юлонг, скорее всего, был покрыт перьями, хотя следов оперения ученым обнаружить не удалось. Лариозавр – это небольшая морская рептилия триасового периода. Лариозавр достигал в длину 60 сантиметров и имел длинную шею и хвост. Плоские челюсти ящера были усеяны игловидными зубами, которые он использовал для удержания добычи. Он был хищником и питался рыбой.
а также детенышами плакодонтов. Несмотря на свои некрупные размеры, в свое время лазиозавр был опасным охотником. Также у этих рептилий была еще одна особенность. Они не откладывали яйца и рожали детенышей. Об этом говорит наличие окаменелостей самок с эмбрионами внутри. Лариозавр обитал в Европе в среднем Триасе 225 миллионов лет назад. Он был родственником более крупного и известного нотозавра. Впервые его останки были обнаружены в Италии у озера Кома в 1830 году. По найденным остаткам можно определить, что на его задних лапах пальцы не были соединены перепонкой. Такое строение явно удобнее для ходьбы, чем для плавания. Шея была довольно короткая. Видимо, лариозавр главным образом плескался на мелководье и ходил по берегу. Кормом ему могли служить рыбешки, рачки и черви, обитающие в приливной зоне, а также яйца рептилий. Свое название лариозавр получил в честь озера Кома в Италии, ранее известного как Ларио. Вот вам интересный факт. На своей родине лариозавр считается итальянским аналогом лохнесского чудовища. Ведь название этого животного используется для обозначения существа, которое, согласно слухам, обитает на дне Комо. Микрораптор. Микрораптор – род мелких оперенных плотоядных динозавров из семейства дромеозаврид. Именно из-за близкого родства с дромеозавридами, также известными как рапторы, а также из-за своих маленьких размеров, этот крошечный птицеподобный динозавр получил свое название, означающее «маленький разбойник». Микрораптор обитал в раннем меловом периоде около 120 миллионов лет назад. Его остатки были найдены в июле 1997 года обычным фермером в Китае и только спустя 2 года попали в руки ученых. Предположительно, длина тела этого динозавра достигала 75 сантиметров, а масса всего 0,6 килограммов. Микрораптор имел перья, причем как на руках, так и на ногах. То есть он имел сразу 4 крыла, которые помогали ему парить среди высоких деревьев. К тому же он был одним из первых динозавров с обнаруженными отпечатками перьев и крыльев. Микрораптор – один из немногих динозавров, у которых была подтверждена окраска. На отпечатках его перьев были обнаружены пигменты, которые давали их владельцу черный окрас с переливающимся зеленым, синим и фиолетовым блеском, как у современного скворца. Но самое главное, что микрораптор является собой важное доказательство родства динозавров и птиц. Эпидепсиктерикс. Это необычный оперенный динозавр, который жил около 160 миллионов лет назад. Его ископаемые остатки были найдены в Китае. Скелет имеет длину всего 25 сантиметров и 160 граммов веса. Такой себе мелкий, размером с голубя, динозавр юрского периода. Не ужасный ящер, а так, голубь-рептилоид. Он был теплокровным, как и большинство динозавров, и покрыт перьями, вместо меха для теплоизоляции. Эпидексиптерикс имел короткую мордочку с большими глазами, цепкие лапки с коготками и противопоставленным, как у приматов, большим пальцем, и короткий толстый хвост, из которого торчали 4 длинных лентообразных хвостовых пера, делавших динозавра похожим на райскую птицу. Эпидексиптерикс был представителем необычного малоизученного семейства хищных оперенных динозавров скансориоптеригид, к которым относятся и птицы. Первая взрослая скансориоптеригида была описана в 2008 году. Это и был эпидексиптерикс. Судя по всему, эти динозавры вели древесный образ жизни и питались насекомыми и семенами. Хотя они и были покрыты перьями, но не умели летать, возможно, могли планировать. Эпидексиптерикс также обладал удлиненным 3-м пальцем на передних лапах. Возможно, это была адаптация к лазанию по деревьям. Окулудентавис. Познакомьтесь с окулудентависом, самым маленьким из известных динозавров. Палеонтологи описали древний вид в 2020 году на основе крошечного черепа, застрявшего в куске янтаря мелового периода из Мьянмы. Его идентифицировали как самого маленького птицеподобного динозавра в истории наблюдений. Исследователи полагают, что динозавр был размером с колибри-пчелку, самую маленькую ныне живущую птицу.
Длина черепа составила всего 7,1 мм, а длина головы с клювом не достигала и 2 см. Окулудентавис жил в мезозойскую эру, примерно 99 миллионов лет назад. Окаменелость исключительно хорошо сохранилась для образца такого размера. В клюве динозавра можно разглядеть десятки острых зубов. При жизни он был хищником и охотился на насекомых и других мелких беспозвоночных. Его глаза расположены по обеим сторонам черепа. В отличие от большинства современных хищников, у этого динозавра не было бинокулярного зрения. Внешне окулудентавис напоминал воробья с более длинным хвостом, коготками на крыльях и зубками. На данный момент окулудентавис – самый мелкий и известный динозавр. Однако без янтаря о его существовании, вероятно, мы никогда бы не узнали. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр и не забудьте поделиться в комментариях, какой динозавр из нашей десятки впечатлил вас больше всего.